Привет, друзья! Апрель 2026 года становится для немецких пенсионеров важным моментом. Пока правительство Фридриха Мерца активно представляет реформу системы Grundsicherung, реальные цифры в расчетных листах пожилых людей вызывают все больше вопросов. С этого месяца вступает в силу сразу несколько изменений, которые напрямую влияют на чистый доход, хотя формально сама пенсия не снижается. Мы входим в ситуацию апрельского парадокса. Официальная индексация еще впереди, а вычеты и налоги начинают заметно уменьшать итоговую сумму уже прямо сейчас. Давайте разберем сухую математику. Основная прибавка к государственным пенсиям запланирована только на 1 июля, она составит 4,24%. В немецком пенсионном страховании подтвердили, что стоимость одного пенсионного балла вырастет с 40 евро 79 центов до 42 евро 52 центов. На бумаге это выглядит убедительно. Если вы получаете 1500 евро грязными, то летом ваша выплата должна вырасти до 1563 евро и 60 центов. Но вопрос в том, что до июля еще нужно дойти, а суммы брутто весной остаются без изменений. Причина, по которой многие пенсионеры в апреле получат на руки меньше денег, кроется в обновленных ставках страховых взносов. Изменения в оплате медицинских страховок и страхования по уходу Krankenversicherung начали действовать еще в марте, но именно сейчас они применяются в полном объеме. Тот, кто не привык вчитываться в пенсионное уведомление, может просто не заметить, что итоговая сумма нетто сократилась исключительно из-за вычетов. Для тех, кто живет от пенсии до пенсии, рост взносов без какой-либо компенсации становится ощутимым фактором для бюджета. Однако есть и одна позитивная деталь, которую правительство называет активной пенсией, актив-ренте. Если вы уже вышли на заслуженный отдых, но продолжаете официально трудиться, с января 2026 года вступила в силу налоговая льгота. Напомню, теперь до 2000 евро ваша ежемесячная заработная плата полностью освобождается от подоходного налога. В апреле эта мера впервые станет заметной на практике, когда люди увидят разницу в расчетных листах за первый квартал года. Но будьте здесь внимательны, эта льгота не освобождает вас от взносов на медицинское страхование с зарплаты. Если вы вышли на пенсию досрочно, важно внимательно проверять, распространяется ли на вас это правило, чтобы в конце года не столкнуться с дополнительными начислениями от налоговой службы. В апреле начинают в полную силу проявляться результаты масштабного пенсионного пакета 2, который правительство Фридриха Мерца, напомню, запустило в начале года. Одно из самых долгожданных нововведений – это материнская пенсия 3. Теперь за воспитание детей, рожденных до 1992 года, начисляют дополнительные пенсионные баллы. Это критически важно для миллионов женщин, которые в прошлом жертвовали карьерой ради семьи. По предварительным расчетам, за каждого ребенка теперь можно получить прибавку около 245 евро в год. Это, скажем так, попытка государства признать домашний труд полноценным стажем. И многие пенсионерки сейчас активно проверяют свои уведомления, чтобы не пропустить перерасчет. Еще одна важная цифра, которую стоит запомнить, это 48%. Правительство официально закрепило уровень пенсии на этой отметке по отношению к средней зарплате до 2039 года. Это дает гарантию, что выплаты не будут существенно снижаться, несмотря на демографические вызовы. Но здесь важно понимать, что вы не увидите заметного роста доходов, это всего-навсего механизм стабилизации самой системы. В апреле, когда приходят обновленные данные от пенсионного страхования, становится ясно, система продолжает работать, но значительная нагрузка при этом ложится именно на работающих граждан. Для тех, кто вынужден был уйти на покой из-за проблем со здоровьем, апрель приносит новые возможности для подработки. Правила для пенсионеров по нетрудоспособности стали гораздо лояльнее. При полной потере трудоспособности теперь можно легально зарабатывать до 20 700 евро в год, а при частичной этот порог увеличивается до 41 500 евро. Пенсия при этом не уменьшается автоматически.
В апреле, когда рынок труда оживает, это становится хорошим шансом увеличить свой доход без риска потери выплат. Однако вместе с прибавками возрастает и роль налоговой системы. Для всех, кто выходит на пенсию в 2026 году, вступает в силу новый налоговый коэффициент 84%. Это значит, что только 16% вашей первой годовой пенсии останутся необлагаемыми на постоянной основе. С учетом того, что необлагаемый минимум в этом году вырос, напомню, до 12 348 евро, часть пенсионеров может впервые столкнуться с необходимостью подачи налоговой декларации. Если ваш годовой доход вместе с подработками превышает вот этот порог, возникает обязанность учитывать налогообложение. Поэтому важно внимательно следить за этими цифрами, чтобы дополнительные доходы не приводили к неожиданным платежам в конце года. Но и это еще не все. Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца решило существенно пересмотреть старую систему частных накоплений. Если раньше, например, знаменитая пенсия Ристер-Рента часто ассоциировалась с бюрократией и невысокой доходностью, то теперь правила игры переписывают практически с нуля. С 2027 года государство планирует заметно усилить поддержку тех, кто готов самостоятельно копить на свою старость. Новый законопроект о реформе частного пенсионного обеспечения – это попытка сделать накопление более привлекательным даже для семей с детьми и самозанятых, которые раньше редко участвовали в этих программах. Давайте честно, старая система во многих случаях показала низкую эффективность. Государство, помните, выплачивало фиксированные 175 евро в год независимо от активности самого участника. Это было сложно, не всегда выгодно и часто вызывало критику. Новая модель Мерца строится на принципе солидарного участия. Чем больше человек сам откладывает, тем выше государственная поддержка. Теперь размер надбавки напрямую привязан к личным взносам, и математика здесь становится заметно интереснее. Смотрите, как это работает на практике. Правительство предлагает двухступенчатую систему бонусов. За каждый евро из первых 360 евро накоплений государство добавляет плюс 50 центов. То есть, откладывая около 30 евро в месяц, можно получить дополнительно до 180 евро в год от государства. Это существенная поддержка уже на старте накоплений. Если же ваша сумма ежегодных взносов увеличится от 360 до 1800 евро, то на каждый следующий евро предусмотрена доплата в размере уже 25 центов. В итоге максимальная годовая надбавка может достигать 540 евро, заметно выше прежнего уровня поддержки. Например, если инвестировать в будущую пенсию около 150 евро в месяц или 1800 евро в год, государственная доплата составит примерно 30% сверху. Такие условия выглядят значительно привлекательнее по сравнению с предыдущей моделью. Реформа направлена на то, чтобы повысить интерес к частным накоплениям и сделать их более понятными и доступными для широкого круга людей. Мерц делает ставку на то, что частный капитал станет дополнительной опорой пенсионной системы на фоне ее текущих изменений. Но самое интересное в реформе Мерца припасено для родителей. Дети в новой системе – это прямой финансовый плюс. Теперь государство готово доплачивать до 25% от ваших годовых взносов на каждого ребенка. И здесь кроется важное изменение. Например, помните, если раньше, чтобы получить полную поддержку, нужно было откладывать не меньше 100 евро ежемесячно, но теперь планка снижена примерно до 25 евро в месяц. Но давайте вместе с вами посмотрим на реальные цифры. Для обычной семьи с двумя детьми государственная субсидия теперь может превышать отметку в 1000 евро в год. Это дополнительные средства, которые начисляются при условии регулярных взносов, даже если сумма, напомню, накопления относительно небольшая. Для молодежи до 25 лет правительство также предусмотрело, скажем так, входной бонус. При открытии такого счета можно получить стартовую выплату сразу в размере 200 евро. Параллельно запускается программа «Ранний старт», цель которой мотивировать новое поколение не рассчитывать только на государственную систему, а начинать формировать собственное накопление с первых лет работы. Почему же власти так заметно меняют курс?
Ответ лежит в оценке предыдущей системы. Пенсия Ристера, Ристер-Ренте, в последние годы подвергалась серьезной критике. К концу 2024 года количество договоров начало снижаться и интерес к программе заметно упал. Среди основных претензий назывались сложные процедуры оформления, комиссии со стороны финансовых организаций, которые снижали итоговую доходность, а также результаты инвестирования, не всегда опережающие инфляцию. В результате часть банков и страховых компаний действительно сократили участие в этом сегменте. Новая система, которую продвигает министр финансов Ларс Клингбель, позиционируется как более доступный инструмент накоплений. Идея в том, чтобы дать людям с низким и средним доходом более простой доступ к инвестиционным возможностям. Предполагается, что даже небольшие суммы, порядка 25-50 евро в месяц, смогут участвовать в долгосрочных вложениях и потенциально приносить результат. Этот сигнал от коалиции. Роль личных накоплений будет только расти, а государство готово поддерживать этот процесс через более понятные и прозрачные механизмы. Для тех, у кого уже есть действующий договор Ристера, Ристер-Ренте, наступает время непростого выбора. Правительство Мерца не обязывает закрывать старые счета, вы имеете полное право оставить все как есть, сохраняя прежние условия и фиксированные надбавки. Но давайте смотреть реалистично. Новая система выглядит более гибкой и потенциально более выгодной. Однако здесь кроется первая финансовая ловушка. Переход со старого контракта на новый пенсионный депозит – это юридическая процедура, которая может сопровождаться ощутимыми комиссиями за расторжение старого договора. Финансовые организации, как правило, предусматривают такие издержки, поэтому прежде чем принимать решение, важно внимательно все просчитать и понять, не перекроют ли дополнительные расходы возможные преимущества новой системы. Но есть в этой реформе и заметное изменение. Впервые в истории современной Германии самозанятые и фрилансеры получают полноценный доступ к государственным субсидиям. Раньше люди, работающие на себя, фактически оставались вне системы Ристера, если не платили обязательно взносы в пенсионный фонд. Теперь же этот барьер снимается. С 1 января 2027 года предприниматели в Германии смогут претендовать на те же государственные доплаты, что и наемные сотрудники, до 540 евро в год при выполнении условий программы. Это существенное изменение правил, которое должно расширить участие в системе и повысить ее привлекательность для среднего класса. Реформа должна официально стартовать 1 января, как я сказал, 2027 года, и цена вопроса для бюджета Германии около 370 миллионов евро на первом этапе. Но путь законопроекта еще не завершен. Последнее слово за Федеральным советом, Бундесратом. Это палата, представляющая интересы земель, где внимательно оценивают бюджетные последствия. Именно в процессе обсуждения с Бундесратом правительство пошло на важную корректировку. Максимальная комиссия за обслуживание пенсионного счета была снижена с 1,5% до 1% в год. На первый взгляд разница кажется вроде бы и небольшой, но на дистанции в 15-30 лет это может означать значительную сумму, которая останется на счете инвестора, а не уйдет в виде комиссий. Это решение направлено на повышение прозрачности и снижение издержек внутри самой системы. Мерси и Клингбель делают акцент на том, чтобы финансовый сектор работал по более понятным и предсказуемым правилам. Теперь главный вопрос – успеет ли Бундесрат одобрить проект до летних каникул, чтобы система заработала без задержек. И самая важная на сегодня новость в Германии, которая затронет почти каждого жителя страны уже в ближайшее воскресенье, то есть на следующей неделе, в ночь на 29 марта, Германия официально переходит на летнее время. Ровно в 2 часа ночи стрелки часов по всей стране будут переведены на 1 час вперед. И пока большинство из нас будут просто привыкать к потере часа сна и пытаться настроить свои биологические ритмы, для огромной армии сотрудников ночных смен может начаться момент определенной юридической и финансовой неразберихи. Давайте я сейчас разберу эту ситуацию с точки зрения ваших денег. Переход на летнее время – это нагрузка на организм, сопоставимая с эффектом смены часового пояса.
Однако в понедельник утром на работу придется выйти всем и далеко не в самой лучшей форме. Но есть категория людей, для которых этот переход может стать финансово чувствительным моментом. Те, кто окажется на рабочем месте именно в этот перевод стрелок, по факту отработают на 1 час меньше своей стандартной смены. Согласно данным Федерального статистического ведомства, в Висбадене Дестатис этот потерянный час затрагивает значительное число работников по всей стране. Цифры из последнего отчета выглядят так. По результатам микропереписи в Германии почти 4 миллиона сотрудников регулярно выполняют работу именно в ночное время, в промежутке с 11 вечера до 6 утра. Это почти 10% от всех официально занятых в экономике страны. Около 42,5 миллионов человек с обязательным социальным страхованием. И вот здесь возникает главный вопрос. Как этот исчезнувший, скажем так, час отразится в вашем расчетном листе в конце апреля? Многие по привычке предполагают, что получат полную ставку, но в немецком трудовом праве ситуация может трактоваться по-разному, и для части работников этот вопрос действительно требует отдельного уточнения. Если взглянуть на точное распределение, которое подготовило ведомство Дестатис, становится нам с вами понятно, перевод стрелок в это воскресенье затронет рынок труда крайне неравномерно. Статистика сегодня показывает заметный гендерный и возрастной разрыв. Мужчины в Германии работают по ночам почти вдвое чаще женщин, это 11,7% против 6,5%. И это объяснимо. Основные ночные отрасли – это все-таки промышленность, охрана и логистика. При этом значительная нагрузка ложится именно на молодых людей до 34 лет и сотрудников среднего возраста. Считается, что их организм легче справляется с нарушением биоритмов, но именно они в это воскресенье чаще всего столкнутся с изменением рабочего времени. Среди тех, кому за 55, доля ночных смен падает до 7%. Для них сокращенная на час смена в это воскресенье может восприниматься легче с точки зрения самочувствия, но финансовый вопрос остается открытым. Давайте разберем конкретные отрасли, где ночная работа является нормой жизни, а не исключением. Лидером здесь выступает авиация. Почти 43% сотрудников этой сферы работают в ночные часы. Следом идут службы охраны, security и детективные агентства. Там ночные смены составляют более 40% рабочего времени. Если вы работаете в производстве или обработке металлов, стоит учитывать, значительная часть сотрудников в это воскресенье отработает на 1 час меньше. Складское хозяйство, транспортные услуги и, конечно, здравоохранение – это те сферы, где работа не замирает ни на секунду. Для врачей, медсестер и водителей фур перевод часов – это изменение графика, которое важно корректно зафиксировать в табеле. В гастрономии каждый 7-й сотрудник также почувствует на себе этот сдвиг во времени. В то же время есть категория работников, для которых влияние будет минимальным. Реже всего ночные смены встречаются у строителей и монтажников около 2%. Также практически не затрагиваются сотрудники IT-сферы, воспитатели и учителя. Последним, конечно, иногда приходится работать допоздна, но официально их рабочий день заканчивается задолго до перевода часов. Весь этот массив данных показывает, Германия – это страна, которая работает круглосуточно, и этот потерянный час влияет на экономику более шире, чем может показаться на первый взгляд нам с вами. Главный вопрос, который сейчас волнует каждого, кто выходит в смену в ночь на 29 марта, обязан ли я отрабатывать этот исчезнувший час позже? Ответ кроется именно в вашем трудовом договоре или тарифном соглашении. Как поясняют эксперты, на предприятиях с непрерывным циклом производства критически важно, чтобы между сменами не возникало пауз или наложений. Если ваш график жестко привязан к передаче смены, скажем так, из рук в руки, то вы просто отработаете на 1 час меньше, и, как правило, необходимости дорабатывать это время в другой день не возникает. Но что будет с деньгами? Здесь немецкое право делит работников на 2 группы. Если у вас фиксированный ежемесячный оклад, то в большинстве случаев ваша зарплата в конце апреля не изменится. Вы получите ту же сумму, что и обычно, хотя фактически отработаете меньше. Это особенность системы оплаты труда при переводе времени.
Однако для тех, кто работает с почасовой оплатой, так называемой Zeitle, ситуация может быть иной. В Германии действует принцип «оплата привязана к фактически отработанному времени». Если смена сократилась с 8 часов до 7, работодатель вправе учитывать только реально отработанные часы. Для сотрудников логистики, складов или гастрономии это может означать уменьшение итоговой выплаты за смену. Интересно, что при переходе на зимнее время осенью ситуация зеркально меняется, но не в пользу работника. Когда добавляется лишний час, сотрудники на окладе зачастую отрабатывают его без дополнительной оплаты. В ряде контрактов в Германии уже предусмотрено определенное количество сверхурочных часов, которые покрывают подобные изменения графика. Однако обсуждаются и возможные изменения. Правительство Фридриха Мерца рассматривает такой вариант введения налоговых льгот на сверхурочные. Если такие меры будут все-таки приняты, в будущем дополнительные часы вне зависимости от причины могут облагаться налогом по более мягким правилам. Это потенциально позволит работникам сохранять большую часть дохода. Следите за новостями, потому что подобные решения действительно могут повлиять на личный бюджет в ближайшие месяцы. И перед тем, как вся страна погрузится в пасхальные праздники, о которых мы говорили раньше, я хочу показать вам одну из самых недооцененных возможностей вашего проездного. Речь идет о поездках по Deutschland-Ticket за пределы Германии. Большинство привыкло использовать этот билет только внутри страны. Для поездок на автобусах, трамваях, метро и региональных поездах типа РЭ или РБ. Все знают, что скоростные поезда ИЦЭ и ИЦ в него не входят, но далеко не все учитывают, что этот проездной может открывать маршруты в Данию, Нидерланды, Бельгию или Люксембург. Главный юридический принцип здесь прост. Ваш Deutschland-Ticket действует ровно до того места, куда доходят немецкие региональные маршруты и тарифные зоны. Это значит, что вы можете пересечь границу без дополнительной оплаты, если выберете подходящий поезд. Но важно быть внимательным, ориентироваться нужно не только на страну назначения, а на конкретную конечную станцию маршрута. Если вы выйдете за пределы зоны действия билета, контролеры вправе оформить штраф за отсутствие действующего билета на данном участке, и в таких случаях ссылка на незнание правил, как правило, не учитывается. Давайте разберем конкретные направления, которые могут стать популярными на этой пасхальной неделе. Если ваша цель Дания, ваш маршрут проходит через север Германии до станции Нибюль. Именно оттуда идут региональные поезда, которые пересекают границу. Но перед поездкой обязательно проверьте в приложении Deutsche Bahn, действует ли ваш проездной на конкретном маршруте, поскольку на отдельных участках работают частные перевозчики со своими тарифами. Для тех, кто живет в Северном Рейне-Вестфалии или Нижней Саксонии, доступны направления в Нидерланды. Можно доехать на региональных экспрессах до таких станций, как Венло, Энсхеде или Арнем. Эти города подходят для одновременных поездок, однако важно учитывать, если вы продолжаете путь дальше внутри страны, например, из Арнема в Амстердам, действие Deutschland-Ticket заканчивается и потребуется приобрести местный билет. Понимание вот этих вот маршрутов позволяет планировать поездки более гибко и экономично. А что насчет Бельгии и Люксембурга? Там правила становятся еще интереснее. Если с Нидерландами все более-менее прозрачно, то поездка в Бельгию по немецкому проездному – это уже более сложная история. Здесь нет единого правила, которое действовало бы по всей приграничной зоне. В некоторых местах ваш Deutschland-Ticket принимается в приграничных автобусах, а буквально через несколько километров на соседнем маршруте может потребоваться оплата по местному тарифу. Поэтому важно учитывать, перед поездкой стоит зайти на сайт местного транспортного объединения и проверить конкретный маршрут. Поездка без уточнения условий может закончиться для вас штрафом за отсутствие действующего билета на участке. Совсем другая ситуация с Люксембургом. Это, пожалуй, один из самых удобных вариантов для обладателей немецкого билета. Как вы знаете, общественный транспорт внутри самого Люксембурга бесплатен абсолютно для всех, но за пересечение границы обычно требуется отдельная плата. Однако существует ряд трансграничных таких автобусов и железнодорожных линий, где Deutschland-Ticket признается действующим проездным документом. Вы можете доехать из Германии прямо в Люксембург без дополнительных затрат на этот маршрут. Это удобный вариант для тех, кто хочет посетить другую страну с минимальными расходами на дорогу.
А что же Франция? Если вы планируете поездку с французским настроением, ваш маршрут проходит через приграничный регион Эльзас. Здесь немецкие региональные поезда пересекают границу напрямую. Из региона Пфальц можно доехать до таких французских станций, как Латербур или Виссамбур. Это хорошее направление для однодневных поездок. Вы выходите из поезда уже на французской территории, и ваш билет за 63 евро продолжает действовать в рамках этих маршрутов. Однако важно помнить, при пересадке на французские скоростные поезда или при поездке дальше вглубь страны, например, в Страсбург, действие немецкого проездного заканчивается. В таком случае потребуется отдельный билет по местным тарифам, которые могут отличаться по стоимости. Поэтому лучше заранее проверять маршрут, чтобы поездки оставались комфортной и предсказуемой по расходам. Если же вы планируете провести пасхальные каникулы в горах, то Швейцария предлагает владельцам немецкого билета интересные возможности. Главный узел здесь станция Базель-Бадишер-Банхоф. Это немецкий вокзал на швейцарской территории, и до него можно доехать по своему проездному в рамках действующих правил. Более того, в некоторых случаях действие билета распространяется и на район Шафхаузена. Если вашей целью стал знаменитый Рейнский водопад, туда можно добраться на региональных поездах, но важно быть внимательным. Швейцарская железнодорожная сеть имеет такую сложную тарифную структуру. Ошибка в выборе маршрута или перевозчика может привести к дополнительным расходам. Поэтому лучше заранее, как я говорю, проверить, входит ли поездка в зону действия вашего билета. С Австрией ситуация более ограничена. Ваш Deutschland Ticket – это удобное решение для приграничных маршрутов. Самые популярные направления идут из Баварии. Можно доехать до вокзала в Зальцбурге через Фрайлайсинг или отправиться в сторону Куфштайна. Важно здесь учитывать, билет действует на региональных маршрутах, которые напрямую связывают Германию с этими городами. При пересадке на внутренние австрийские поезда для поездок дальше по стране, например, в Вену или Инсбрук, потребуется отдельный билет по местным тарифам. Что же касается восточного направления, то из Саксонии по Deutschland Ticket можно доехать до приграничного района в Чехии. Популярный маршрут в районе Цитау позволяет добраться до станции Градок над Нису. Это удобный вариант для коротких поездок, однако при дальнейшем передвижении по стране, например, в сторону Праги, потребуется приобрести местный билет, так как действие немецкого проездного ограничено приграничной зоной. На польском направлении одним из самых популярных маршрутов остается поездка на остров Узедом. До станции Свиноустце-Центрум – это редкий случай, когда немецкая железнодорожная линия заходит на территорию другой страны. Вы можете доехать до конечной станции на своем проездном в рамках этих маршрутов. Однако стоит учитывать, при использовании местного транспорта или поездках дальше по побережью потребуется отдельная оплата по польским тарифам. Понимание этих маршрутов помогает использовать Deutschland Ticket максимально эффективно и планировать поездки с контролем расходов. Подводя итог нашему пасхальному марафону, я хочу добавить последний штрих на карту ваших путешествий. Главная ошибка, которую совершают многие туристы, они ждут, что Deutschland Ticket за пределами Германии будет работать так же безупречно, как и внутри страны. Это иллюзия. Помните, ваш проездной в большинстве случаев он дотягивается только до конкретной приграничной платформы или действует на строго определенных таких коротких участках маршрута. Как только вы пересекаете границу тарифной зоны немецких железных дорог, дальше уже может потребоваться отдельный билет. И здесь правила меняются. Все зависит от конкретной страны, транспортного объединения или даже частного перевозчика, который может не входить в общую систему. Все маршруты, которые мы разобрали сегодня, от Дании до Чехии, это проверенные варианты, но транспортная сеть постоянно меняется, расписание обновляется, перевозчики меняются, и то, что работало, скажем так, вчера, сегодня может потребовать доплаты. Чтобы поездка не обернулась неприятной ситуацией с контролем билетов и дополнительными расходами, возьмите за правило: перед выходом из дома проверьте маршрут в приложении Deutsche Bahn и убедитесь, что там указаны региональные поезда RE, RB или S-Bahn. Если сомневаетесь, лучше уточнить у перевозчика или в кассе на вокзале, до какого участка действует ваш билет.
В условиях тех изменений, о которых мы говорили в начале еще, умение считать свои деньги и понимать правила поездок становится важной частью повседневной жизни в Германии 2026 года. На этом у меня на сегодня все. Планируйте свои поездки с умом, проверяйте маршрут заранее, и пусть ваш отдых остается доступным и спокойным. Спасибо за просмотр.